Всем привет! Сегодня у нас расклад. Без цели и маршрута, да, потеря смысла жизни. Посмотрим, где потеряла, чего потеряла, и, конечно же, приходи в проживание арканов. Там ты перевернешь свою жизнь с ног на голову, да, это как расстановки, но намного сильнее. Причем самим расстановщиком являешься ты. И, конечно же, ты вот эти, как сказать, триггеры свои проработаешь, смысл всегда найдешь. Было бы желание, да, если ты достойна такого подарка, то сделай его себе. Ну, давайте начнем наш расклад. Единички. Все карты читаем парно. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Вопросы 4. Первый вопрос у нас: почему ты ощущаешь, что потеряла вот направление и смысл в жизни? Ну, смысл потеряла, потому что стала вот, как сказать, вот информационным наркоманом, что ли. Ты постоянно ищешь ответы какие-то в интернете, статьи читаешь про то, как найти себя, смотришь видео про смысл жизни, книги по саморазвитию покупаешь. У тебя даже дома целая библиотека вот этого добра. Но чем больше ты читаешь, тем больше ты запутываешься. А жизнь при этом несется со скоростью света. Пока ты изучаешь теорию счастья, твоя подруга замуж вышла, ребенка родила, бизнес свой открыла. Пока ты ищешь свое предназначение, коллега получил повышение. Ты знаешь, ты как будто застряла в режиме поиска. Все вокруг живут и действуют, а ты только теорию пока изучаешь. И вот твоя проблема в том, что ты думаешь, как будто смысл жизни — это что-то, что вот можно найти в Гугле. Ты ищешь готовый рецепт счастья. То есть ты ищешь универсальную формулу успеха, которой не существует. Чужие истории читаешь и думаешь, что вот у этой женщины получилось, значит, у меня получится. Но ты ж не она, у тебя другая жизнь. Твои калоши, извини меня за выражение, да, это твои калоши. Чтобы было как у нее, нужно одеть ее калоши с самого детства и пройти всю жизнь до настоящего момента. Понимаешь? Вот поэтому в проживании я всегда говорю: только ориентируйтесь на себя. Поэтому в проживании это путь героя, одиночка. Понимаешь? А еще по картам ты стала зависимой от чужих мнений о том, как правильно жить. То психолог говорит одно, то блогер там в статье другое, да, дело говорит. То подруга советует третье, и ты просто вот мечешься между всеми вот этими советами, не понимая, какой из них твой. Смысл не найдется в книжках и статьях. Он, знаешь, появляется, когда ты вот просто перестаешь искать и начинаешь делать. То есть пока заканчиваешь с этой теорией и занимаешься практикой. Когда вот выбираешь что-то одно, да, и идешь в эту сторону. А ты застряла в анализе и не можешь сделать первый шаг. Боишься выбрать неправильно, поэтому вообще ничего не выбираешь. Это знаешь, как одни вот мечтают: я буду делать свечи, буду их продавать там на площадках на всяких и сделаюсь миллионером. И ничего не делать, потому что там бумажки, да-да-да-да-да, изучать все надо, а я не могу. Я в ваших бусурманских интернетах ничего не понимаю. И что делает человек, который вот хочет заниматься реально, да, что-то делать? Он начинает изучать, что, как и куда нажимать. Так ведь? А другой вариант людей, они
Нет, я не справлюсь. То есть не начинав еще ничего, я не справлюсь. Это не мое. Найду что-нибудь другое. Извиняюсь. Найду что-нибудь другое, да? Вот у тебя так. Найду что-нибудь другое. И не делаешь ничего. Какие области жизни кажутся тебе особенно бессмысленными и пустыми сейчас? Ну, у тебя полная попа с личной жизнью. Ты уже несколько лет одна, и это тебя жрет изнутри. Ты, конечно, всем говоришь, там, я самодостаточна, мне никто не надо, я наслаждаюсь жизнью, но ты врешь. Раньше ты вот думала, ну ничего, найдется кто-то подходящий. А теперь видишь, как все подруги устроились, да, и понимаешь, что, может, проблема-то в тебе. И вот эта мысль, она тебя разъедает каждый день. Но при этом ты неплохо устроена в жизни, работа нормальная у тебя, деньги есть, квартира своя, ты можешь себе отпуск позволить, там, новую одежду, кафешки. Со стороны выглядит, что у тебя все для счастья есть. Только вот счастья нет, и это еще больше тебя бесит. Ты вещи начала покупать, чтобы там заполнить пустоту. Вайлдберрисы, озоны, там новая сумочка, да, красивое платьишко, косметика вот такая вот, кремочки, кремачки, ну вот эти вот всякие, которые на лицо мажут. Думала такая, вот куплю это и станет лучше. Но проблема в том, что становилось только хуже. Потому что вещи, они не заменяют людей. А тебе нужны именно люди. Близкие, родные, мужики любящие, чтобы там оглядывались на тебя. И самое ужасное, что у тебя есть все возможности для счастья, реально. Но ты не знаешь, как ими пользоваться. Деньги есть, но не знаешь, на что их потратить. Свобода есть, но не знаешь, куда ехать. Время есть, но там не знаешь, чем заняться. Ты знаешь, как богатая, но несчастная принцесса. Твоя обеспеченность, она проблемой стала. Раньше, вот когда денег не было, цель была простая, да? Заработать на нормальную жизнь. А теперь вот как? Нормальная жизнь есть, и ты не знаешь, чего дальше делать. К чему стремиться, о чем вообще мечтать. И особенно пусто тебе становится вот по вечерам. Когда домой приходишь, да, в свою квартиру, а там никого нет. Тишина, порядок и ощущение, что все вот это зря. Что ты строила, покупала, обустраивала для кого-то, кто там так и не появился. Понимаешь? Что препятствует определить себе цель и придать смысл своим будням? Ну, знаешь, тебе мешает то, что ты застряла в ожидании. Ты живешь, знаешь, в каком режиме? Когда-нибудь потом. Я когда-нибудь потом приду в проживание, я когда-нибудь потом брошу курить, я когда-нибудь потом, и у тебя вот это вот всегда. Когда-нибудь мужчину встречу, когда-нибудь детей рожу, когда-нибудь свое призвание найду. А пока у тебя жизнь стоит на паузе, ты не начинаешь ничего серьезного, потому что ты думаешь, что а вдруг завтра все изменится, да? А еще мешает тебе твое материальное благополучие, конечно. Дико звучит, но это так. У тебя нет острой необходимости что-то менять. Ну, ты не голодаешь, ты не мерзнешь, не живешь в подвале, да, поэтому нет вот этой мотивации двигаться. Ты позволить себе можешь плыть по течению, не напрягаясь даже. И ты привыкла к комфорту, и боишься, конечно же, его потерять. Любая цель, она требует риска, усилий и возможных неудач. А зачем рисковать, да, если и так неплохо? И ты выбираешь безопасность вместо развития. То есть стабильность вместо роста. И перфекционизм тебе еще мешает. Ты вот думаешь, если уж заводить отношения, то прям вот супер идеальный. Если работу менять, то на супер идеальную. Хобби, вот чтобы сразу все получалось отлично. Но идеального-то не бывает, и ты это прекрасно знаешь. Поэтому у тебя что в голове? Лучше вообще не начинать. Ты боишься разочароваться.
Ты боишься, что вот если цель поставишь и ее не достигнешь, то будет еще хуже, чем сейчас. Сейчас хотя бы надежда, да, есть, что все наладится, а если попробуешь и не получится, то надежды не будет. Твоя проблема в том, что ты ждешь гарантий. Хочешь знать заранее, что у тебя получится. Но жизнь же так не работает. Вот многие в проживание не идут, потому что хотят гарантии, что что-то изменится. Но тут от тебя все зависит. Позволишь ли ты этому? Никто не даст тебе во всей жизни гарантии, что, например, там отношения будут счастливыми, что работа тебе через год не надоест. Нужно просто пробовать, смотреть и учиться. И смотреть, что получится, понимаешь? Что поможет тебе найти или сформировать новый смысл, который будет вдохновлять? Ну, знаешь, полное закрытие, изоляция от шума информационного. Полная. Все предложения для знакомств удались. Отпишись там от всех пабликов всяких в интернете. Перестань читать статьи про то, как жить правильно. Дай своей голове отдохнуть от чужих советов и от чужих мнений. Вот устрой себе информационную диету на месяц. Никаких видео про поиск смысла в жизни, да? Никаких постов успешных людей, никаких там подкастов про личностный рост. Только ты и твоя реальная жизнь, без внешних подсказок и влияний. Если ты в проживании арканов, то это в императоре делаешь. И вот в этой тишине ты сможешь услышать свой собственный голос, когда вот это всего, как сказать, от всего оттолкнешься. Ты поймешь, чего хочешь именно ты, а не то, что тебе навязывают, понимаешь? Твои желания настоящие, они начнут всплывать на поверхность. То, что тебе действительно интересно, а не то, что там модно, правильно и так далее. И по картам еще поможет работа с руками. То есть что-то физическое, материальное. Это может быть готовка, вязание, вот это рукоделие, огородничество, ремонт. Что угодно, где вот есть ощутимый результат, где ты видишь, что ты создала что-то своими руками. И это дает совсем другое ощущение смысла, чем вот эти твои бесконечные размышления. Начни с малого, но каждый день. Не строй там грандиозных планов на всю жизнь. Просто каждое утро решай, что я сегодня для себя делаю. Что-то вот простое, конкретное, то, что можно достичь. И делай. К вечеру у тебя будет результат и ощущение, что день прожит не зря. И знаешь, перестань искать смысл в каких-то внешних достижениях. Смысл, он в процессе, а не в результате. Вот именно в том, как ты живешь каждый день, а не в том, к чему ты придешь в итоге. И когда ты перестанешь гнаться за большими целями и начнешь получать удовольствие от мелочей и вот от самого процесса, то смысл он сам собой появится. Понимаешь? Подписывайся на канал и жмякай на колокольчик, а мы переходим ко второму варианту. Двоечки. Как всегда напомню, передо мной бумажка с вопросами, их 4. И первый: почему ты ощущаешь, что потеряла направление и смысл в жизни? Ну, слушай, ты смысл потеряла, потому что тебя вот прилично подставили в прошлом. Вот
Вспомни вот ту историю с лучшей своей подругой. Она рассказала всем твои секреты, а потом еще переманила к себе парня, который тебе нравится. Вот тогда ты поняла, люди плохие, доверять нельзя никому. С тех пор ты живешь вот как раненый зверь. А теперь ты сидишь и думаешь, а зачем вообще что-то делать, да, если все равно тебя предадут? Зачем там карьеру строить, если коллеги подставят? Зачем отношения заводить, если все равно кинут? Дружить зачем, если друзья все равно врагами будут? И вот ты застряла в этих мыслях, и ты просто не можешь выбраться. А знаешь, что еще самое худшее? Ты начала жить в своих фантазиях. Ты придумываешь себе разные сценарии мести. Представляешь, как вот эта плохая женщина пожалеет о том, что сделала. Строишь в голове планы, как ты станешь успешной, и все увидят, какую ошибку совершили. Но это все только в твоей голове. В реальности ты ничего не делаешь. Ты как зависимый человек, который подсел на свои же обиды. Каждый день в голове то, что было, прокручиваешь. Анализируешь, кто чего сказал, кто как поступил. И чем больше думаешь, тем больше ты злишься. А злость, она съедает тебя изнутри и не дает вперед двигаться. А как себе ты, как сказать, как ты себя этим успокаиваешь? Я чрезмерно справедливая. У меня чувство справедливости очень сильно, как сказать, выработано. Твоя проблема в том, что ты решила, что раз мир жестокий, то нечего в нем и участвовать. Лучше дома сидеть, никого не видеть, ни с кем не общаться. Так вот безопасней. А еще я в компьютере кому-нибудь там злой комментарий напишу. Надо же как-то себя, как сказать, похвалить и оправдать это все чрезмерной справедливостью. Но это не она, это не справедливость. Это ты тешишь свое эго. Больше ничего. Это зависть, что все живут, а ты нет. Это зависть, это утешение своего эго. Понимаешь? И у тебя в голове лучше дома сидеть, никого не видеть, ни с кем не общаться. Ты защитила себя от боли, но заодно и от радости защитила. И теперь вот живешь в сером мире без эмоций. Какие области жизни кажутся тебе особенно бессмысленными? Ну, сама идея справедливости. Раньше ты верила, что если делать хорошо, то и к тебе будут относиться хорошо. Что там честность и доброта не вознаграждаются. А теперь ты думаешь, что это чушь собачья. Хорошие люди страдают, а гады процветают. И вот эта несправедливость, она тебя бесит каждый день. И ты решила стать вот этим суперменом, который всю несправедливость победит. Знаешь, а еще тебе противно, что у тебя есть все для счастья, но ты не можешь им насладиться. Квартира есть, работа хорошая, здоровье в порядке. Вот со стороны жизнь удалась. И все говорят, ну чего тебе еще надо-то? А тебе кажется, что это все фальшивка. Что твое вот это благополучие, оно ничего не стоит. Потому что рядом нет людей, которые его разделят. Даже мужика рядом нет. Ты как будто вот дошла до финиша, да? А там пусто. Никаких оваций, аплодисментов и вот эти вот пьедесталы. Получила то, к чему стремилась, а радости нет. И не понимаешь, что дальше делать. К чему теперь-то стремиться? Все цели достигнуты, все коробочки отмечены, да, а смысла никакого. И особенно пусто тебе от того, что ты стала равнодушна ко всему. Раньше ты могла радоваться мелочам, реально. Там расстраиваться из-за ерунды могла, влюбляться могла, дружить могла. А теперь все эмоции как будто исчезли. Ты на людей смотришь и думаешь там, ну и что? На работу ходишь и думаешь, ну и что? Солнышко светит, ну и что? И все у тебя, ну и что? Твоя завершенность, она стала проблемой. У тебя нет незакрытых гештальтов,
нет драм, нет там переживаний очень сильных. Жизнь стала пресной, вот без вкуса. И ты не знаешь, как вернуть остроту ощущений. Поэтому что ты делаешь? Хейтишь, завидуешь. Но и это тебе удовольствие, конечно же, не приносит, потому что чувств нет. Что препятствует тебе определить себе цель, да и смысл придать? Ну, знаешь, тебе мешает то, что твой мир рухнул в один момент. В один день ты узнала какую-то правду, да, вот поняла, что ты во что ты верила, это оказалось ложью. И твоя картина мира, она просто развалилась, как вот этот домик из карт. И теперь ты боишься строить новую, потому что и она может рухнуть, да? А еще ты стала слишком умной для своего же блага. То есть, объясню. Ты каждый шаг у себя анализируешь. Каждое решение анализируешь. Думаешь, а что, если это тоже окажется обманом? А что, если я снова ошибаюсь? А что, если меня опять подведут, предадут? И твоя голова работает как компьютер, просчитывая все возможные риски. То есть ты превратилась в холодную женщину, которая никому не доверяет. И знаешь что? Тебе это нравится. Ты чувствуешь силу в том, что ты можешь видеть людей якобы насквозь, что не ведешься на красивые слова, обещания. Тебе нравится хейтить других людей. Ты думаешь, что ты защищена от разочарований. И вот эта роль безжалостной железной леди, это стало частью твоей личности. Но эта же сила, она и мешает тебе жить. Ты стала осторожной. Или вообще перестала действовать. Любая цель тебе кажется рискованной. Любой план может провалиться. Любые отношения, будь то любовные, дружба и так далее, у тебя в голове все закончится болью. Поэтому ни мужика, ни подруг, одна в компьютере хейтишь кого-то. Твоя логика, она убила твои эмоции. Ты так боишься повторить старые ошибки, что не делаешь вообще никаких шагов. Сидишь в своей башне из стекла, да, и наблюдаешь за жизнью со стороны. Безопасно, но пусто, блядь. Ой, извиняюсь, я это должен буду вырезать. Еще тебе гордость мешает, кстати. Ты не хочешь признавать, что тебе больно, что ты вот скучаешь по людям, да, что, вот как сказать, что снова любить хочешь, дружить хочешь. И это выглядело бы как слабость, если ты себе это позволишь у тебя в голове. А ты что, у нас привыкла быть якобы сильной. Что поможет тебе найти или сформировать новый смысл, который будет вдохновлять? Ну, знаешь, традициям и правилам возврат, но, знаешь, не к тем правилам, которые ты сама себе придумала, да, а к тем, которые работали вот столетиями. Семья, дети, забота о близких, вот эти вещи дают смысл, независимо от того, подставят тебя люди или нет. Вот попробуй заняться, вот как сказать, кем-то, кто младше тебя, воспитанием, там, племянник, соседский ребенок и так далее. Дети, они не умеют предавать так, как взрослые это делают. Они честные, они искренние, они благодарны. Рядом с ними ты вспомнишь, что такое вообще чистые эмоции без вот этих задних мыслей. А еще себе обязательно найди компанию для встреч. Не глубоких душевных разговоров нет, а вот просто приятного времяпровождения. Ну, это можешь ты найти на курсах, на каких-нибудь там, например, там кулинарные, да, танцы, настольные игры люди собираются играть, что угодно, где есть другие люди. Не для дружбы, а для социализации твоей, понимаешь? Твоя задача снова научиться получать удовольствие от простых вещей. Там от смеха, от музыки прекрасной, от вкусной еды, от солнышка, от того, что бабочка мимо пролетела.
Не думай о смысле, просто получай удовольствие. Смысл появится сам, когда ты перестанешь его искать. И перестань быть такой серьезной. Ты знаешь, ты превратилась в угрюмую тетку, которая на всех смотрит сквозь вот эту призму недоверия. Расслабься. Позволь себе быть собой иногда. Посмейся над какой-нибудь глупой комедией. Купи себе что-нибудь бесполезное. Селфи сделай, наконец. Начни с мелочей. Каждый день делай что-то приятное для себя. Не грандиозное, а вот маленькое. Зайди в кафе какой-нибудь, кофе попей. Музыку послушай, которую ты давно не слышала. Маме позвони просто так, хотя, наверное, ты с мамой живешь. И вот эти мелочи, они постепенно вернут тебе вкус к жизни, понимаешь? Не сиди, вот это вот злобу не скидывай через потаенные аккаунты там и так далее. Просто живи жизнь, а не трать ее на негатив. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик. Можешь мне хейта под этим видео написать, там напиши: «Дед, ты врунишка, у меня ничего не сошлось» и так далее, там подобное. Пиши, не бойся. Итак, давайте мы с вами перейдем к третьему варианту. Троечки, пристегивайте штанишки и полетели. Напомню, что передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел, и вопроса 4. И первый: почему ты ощущаешь, что потеряла направление и смысл в жизни? Ну, знаешь, по картам ты смысл потеряла, потому что раньше была полна вот планов, идей, а теперь, как сказать, на все отвечаешь: нет, спасибо, мне не надо. Твой энтузиазм у тебя был когда-то там сзади, ну, в прошлом. Хотела выучить английский, записаться на танцы, поехать в путешествие, прическу сменить. У тебя куча энергии была, желание все пробовать было. А сейчас дома сидишь и отмахиваешься от всех предложений. Подруга там в театр зовет, ты: не хочу. Коллеги предлагают на корпоратив, я не пойду. Мама советуется там познакомиться с сыном подруги, да? Ты такая: отстань, мам. Ты как будто поставил на паузу всю свою жизнь и не знаешь, как снять эту паузу. Знаешь, проблема в том, что ты стала ленивой до безобразия. Не физически ленивой, нет, эмоционально. Тебе лень начинать что-то новое, лень знакомиться с людьми, лень менять привычки. Даже если ты в магическом чате есть, тебе лень туда писать. Потому что ты привыкла к своему болоту и не хочешь из него вылезать, даже если понимаешь, что там воняет. Ты превратилась в зрителя своей жизни. Ты смотришь, вот как другие живут, да, там, влюбляются, путешествуют, добиваются цели, а сама сидишь в сторонке и думаешь: а ну их нафиг, мне и так нормально. Но нормально — это нехорошо. Это просто отсутствие эмоций, боли, отсутствие радости. Твоя молодость, она закончилась, а взрослость еще не началась. И вот ты застряла в этом переходном периоде, да, когда детские мечты уже не работают, а взрослые цели еще не сформировались. И вместо того, чтобы искать новый смысл, да, ты просто села и ждешь, что они сами к тебе придут. Но так не бывает. Не придут они сами. Что именно тебе бессмысленным кажется? Ну, тебе сейчас на данный момент противны все романтические вот эти игры. То есть там знакомство, флирт, отношения. Все это тебе кажется вот театром для дураков.
Ты видишь, вот как люди глазки строят, да, пишут милые смски, на свидание ходят. А у тебя в голове, ну что это за цирк такой? Зачем вот эта показуха, если в итоге все равно заканчивается разводом? А еще тебя бесит вся вот эта возня с карьерой. Вот эти бесконечные совещания, презентации, отчеты, планерки и другие вот эти все. Ты делаешь свою работу хорошо, но ты не понимаешь, зачем напрягаться больше. Зачем лезть наверх, если там те же самые идиоты, да, только с большими зарплатами? Зачем бороться за повышение, если жизнь от этого не станет интересней? Ты стала циничной по максимуму. Ты видишь успешных вот этих людей, да, и ты думаешь, что они все равно несчастны, просто они притворяются хорошо. А посты вот этих там в соцсетях бусурманских, да, машины дорогие, одежда — это все фальшивка. На самом деле они такие же пустые внутри, как и все остальные. Это твои мысли. И особенно тебя раздражают энергичные женщины, которые вот везде успевают, всем довольны, мужик есть, все есть. Эти вот бизнес-леди, да, которые и детей воспитывают, и компании ведут, и мужей любят. Ты смотришь на них такая и думаешь, да это все чушь. Никто не может быть таким идеальным, они просто хорошо врут. Ты потеряла веру в то, что можно быть одновременно и сильной, и женственной. Тебе кажется, что нужно выбирать, да? Либо карьера, либо семья. Либо там успех, либо счастье. А раз нельзя получить все, то лучше вообще ничего не хотеть. Это безопасно и честно. Но эта честность только твоя. Что препятствует тебе определить для себя цель и смысл придать? Ну, то, что ты научилась побеждать всех вокруг когда споришь. Понимаешь? Ты переспорить можешь любого. Доказать там свою правоту, да, на место поставить любого как идиота, как это у тебя в голове. У тебя острый язык и быстрая реакция. Ты как живое оружие в словесных баталиях, понимаешь? Но эта же способность, она мешает тебе жить. Ты анализируешь каждую там ситуацию, ищешь подвох в каждом предложении, критикуешь каждую идею. Твой мозг, он, знаешь, он работает как машина для поиска недостатков. И, конечно же, он находит в любом деле, в любом человеке, в любой там цели. Ты стала слишком умной для собственного счастья. Понимаешь, что вот любая работа в итоге скучная, да? Любые отношения рано или поздно надоедают, все разбегаются, все разводятся, а любое хобби через время там радовать перестает. И раз ты это знаешь заранее, то зачем вообще начинать, да? А способности твои, они превратились в проклятие уже. Ты сделать можешь что угодно, добиться чего угодно, но смысла в этом не видишь. У тебя все нужно для успеха, но мотивации нет это все использовать. Ты знаешь, ты как вот мастер, да, там кружок труда, у которого полная мастерская всяких инструментов, станков и так далее, но он не знает, чего строить. Вот это ты. И гордость еще. Ты не хочешь признаться, что тебе нужна помощь, что ты не знаешь, куда идти. Ты привыкла быть той, кто всех учит жизни, а сама не учится. Попросить совета для тебя — это как признание слабости. Ты боишься выглядеть глупо. Ты боишься, что если цель поставишь и не достигнешь ее, то все увидят твое поражение. И в голове лучше вообще не ставить целей, чем рисковать, да? Что поможет тебе новый смысл найти? Ну, знаешь, что-то материальное с нуля нужно создать. Не виртуальное, не в голове, а вот реально.
Открой собственное дело, цветочки выращивай, там одежду шей, свечи делай, готовь на продажу чего-то, что угодно. Где ты вот видишь конкретный результат своего труда, этим займись. Где есть начало, где есть процесс и, самое главное, готовый продукт. Это даст тебе ощущение, что ты что-то создаешь в этом мире. Не просто потребляешь, а создаешь, что вот твое существование, оно имеет практический смысл. Деньги, которые ты заработаешь своими руками, они пахнуть по-другому будут, чем зарплата за офисную работу какую-нибудь. А еще тебе нужно, знаешь, несколько серьезных потерь пережить по картам. Потерять нужно что-то важное. Понимаешь? Работу, отношения, там, деньги. Не специально. Не специально, конечно, но когда жизнь подкинет тебе испытание, от него не убегай. Прими удар и почувствуй, что ты можешь справиться с болью. Понимаешь? Потери, они научат тебя ценить то, что есть. Сейчас ты воспринимаешь свою жизнь как должное. У тебя нет в голове, что завтра можно умереть. У тебя нет в голове ничего. У тебя кажется, всегда будет так, как сейчас. Нет. Люди уходят, люди теряются. У тебя сейчас есть здоровье, есть крыша над головой, работа, возможно, друзья, но ты этого не замечаешь. Только когда что-то теряешь, ты понимаешь, что это было важно. А боль, она вернет тебе способность чувствовать. Сейчас ты эмоционально там затупилась, живешь в режиме автопилота. А настоящая боль, она разбудит твои эмоции, заставит снова вот остро переживать. И после боли радость, она будет ощущаться в 100 раз ярче. С малого начни, но начни зарабатывать своими руками. Продавай то, что умеешь делать. Пусть это будет копейки поначалу, но они будут твоими. И когда ты почувствуешь вкус к созиданию, да, захочешь большего, тогда смысл он появится. Понимаешь? И обязательно помни, что дед всегда рядом.